Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также привет всем своим подписчикам, зрителям постоянным. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы. Я сегодня к вам с новыми ниточками, с новым узорчиком. Ниточки летние, значит и узорчик будет летний, но не факт. Вы можете брать ниточки любые. Естественно, данный узорчик вы можете применить в любом изделии, будь то зимнем, будь то летнем и так далее. По порядку. Итак, Ярнард Виолет. У меня сегодня ниточки. Здесь получается в 50 граммах 282 метра. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. Ну, цвет получается у него 1000. Да, это чисто белый цвет. И что нам советуют производители по поводу крючка? Они говорят нам, берите 2,5 мм. Данную ниточку я вязала крючком номер 2. Я по своей плотности возьму крючок номер 2. А вы, естественно, смотрите точно так же рекомендации к вашей пряже и берите тот крючок, который вам советует производитель, чтобы у вас все получилось. Узорчик сегодня несложный. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелькам. Я, получается, наберу 3 раппорта, но дополнительно я наберу петельки, чтобы справа и слева, чтобы красиво узорчик закончился. А также я хочу набрать кромочные петельки. У меня будет по 3 столбика с каждой стороны. В общем, итого я буду, получается, набирать аж 47 воздушных петелек. А вы смотрите, сколько вам удобно, столько набирайте. Итак, все как всегда. Для начала мы делаем петельку фиксации. Мы ее при наборе петелек не считаем. А теперь я набираю 47 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47. Вот мой будущий образец. Итак, далее настоятельно рекомендую всем новичкам сделать вспомогательный ряд, потому что нужно будет пропускать много воздушных петелек, чтобы вы не ошиблись. Вспомогательный ряд будет состоять из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отступаем от крючка 5-ю петельку. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Накид в 5-ю петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это наш столбик с накидом. Дальше точно так же в каждую петельку цепочки ныряем и провязываем столбики с накидом. Сами себя контролируем. Я набрала 47 воздушных петелек. У меня должно получиться 47 столбиков с накидом. Вы, естественно, контролируете сами себя, сколько петелек вы набрали. Не забываем, что первые 3 петельки подъема это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Несложно, и у вас получится. Итак, смотрите. Вот наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Так, теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И у меня здесь в начале каждого ряда и в конце каждого ряда будет по 3 кромочных столбика. Сейчас 3 петельки подъема я провязала. Это имитация столбика. Дальше второй столбик с накидом и 3-й столбик с накидом. Вот мои 3 кромочных столбика. Вы можете делать 5, 7, 10, смотря какое у вас изделие. Так, оп, не довязала. Итак, дальше что мы делаем? Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3-й столбик мы ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем столбик с накидом 1. Сюда же опять нырнули. Столбик с накидом 2. Воздушная петелька. И опять сюда же провязываем столбик с накидом 1. И столбик с накидом 2. То есть по итогу 4 столбика с накидом с одним общим основанием. Вот такой вот малюсенький веерочек получился. А далее, внимание. Смотрите, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь пропускаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И аж в 6-й столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-й столбик ныряем и провязываем точно такой же веерочек, как мы только что провязывали с 4 столбиков с накидом. 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбика с накидом, воздушная петелька и опять сюда вернулись, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом.
То есть вот 4 столбика с накидом. Вот он, веерочек. И далее идет опять повторение. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А в столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. И в шестой ныряем столбиком с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. И в шестой опять провязываем веерочек. Понятно? То есть ваш ряд полностью состоит из чего? Веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик и так далее на всю длину вашего образца. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте самостоятельно. Итак, смотрите, вот наш ряд веерочки, столбики готов. Помните, да, как мы начинали? 3 столбика кромочных и сразу же веерочек. Точно так же мы и закончили. Веерочек и сразу же 3 кромочных столбика. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Опять мои кромочные столбики. Я провязываю. Вы можете провязывать, повторюсь, можете нет. И смотрите, какая особенность. Сейчас и в последующих всех узорчиках, там, где веерочки, будут всегда стоять веерочки. То есть не запутайтесь. Итак, ныряем в арочку и провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом раз, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька и опять нырнули сюда же столбик с накидом раз и столбик с накидом 2. Вот. Над веерочком всегда будет веерочек. А далее, смотрите, мы в предыдущем ряду делали 3 воздушные петельки. Сейчас будем делать 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся на наш столбик и провязываем сюда 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. То есть сформировалась вот такая вот, назовем ее, ну как, метелочка, да, видите? Опять 2 воздушные петельки, раз, два, и переключаемся на наш веерочек. Опять в центр, да, в арочку ныряем и провязываем веерочек. Столбик с накидом раз, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, и опять сюда же столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Угу. И вот так будете чередовать. Опять 2 воздушные петельки и из одного столбика делаете 3 столбика. То есть, как назовем, метелочка, да? Раз столбик с накидом. Сейчас, секундочку. Не довязала. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. Сюда же 3 столбик с накидом. Понятно, да? То есть вот веерочек, метелочка, веерочек, метелочка. И так до конца ряда. Давайте, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, наши веерочки, метелочки готовы. Я уже провязала до конца ряда, да, мои 3 кромочных столбика. И даже уже провязала и на следующий ряд. Сейчас разверну. Вот, видите, уже сразу же провязала, чтобы вас не отвлекать. Итак, опять вспоминаем. Я говорила, что над каждым веерочком будет веерочек на протяжении всего узорчика. Ныряем опять в арочку и провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом раз и столбик с накидом 2. То есть все, здесь несложно. Угу. Далее, смотрите, мы дальше делали 3 воздушные петельки, 2 воздушные петельки, а сейчас будем делать 1 воздушную петельку. Есть. И смотрите, в первый столбик из этой метелочки, да, в первый столбик мы провязываем 2 столбика с накидом. Раз, сюда же 2. В средний центральный столбик провязываем 1 столбик с накидом. И в левый столбик, получается, в самый крайний столбик, последний, тоже провязываем 2 столбика с накидом. Раз, 2. То есть, если внимательно приглядеться, метелочка наша стала еще больше. Правильно? Опять делаем воздушную петельку и провязываем веерочек в веерочек. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, воздушная петелька и опять сюда же. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Понятно, да? Вот, вот такая красота. И далее опять точно так же воздушная петелька. И переключаемся на нашу метелочку. 2 столбика в начале за первый столбик, раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом. Центральный столбик 1 столбик с накидом. И последний столбик точно так же провязываем 2 столбика с накидом. Метелочка наша растет. Понятно, да? Все. Не сложно, не сложно. И вот так вот до конца ряда.
Веерочек, метелочка, веерочек, метелочка. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, наши метелочки готовы. И я провязала уже, получается, до конца ряда свои кромочные столбики. И уже даже начала новый ряд точно так же, чтобы вас не отвлекать. Вот мои 3 кромочных столбика. Далее, над веерочками веерочки. Все остается неизменным. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Это понятно. А далее, смотрите. Наши вот эти метелочки сейчас будут убавляться. То есть точно так же, как и прибавлялись. Здесь у нас была 1 воздушная петелька, здесь 2, да? Точно так же делаем 2 воздушные петельки. И теперь смотрите. Первый столбик провязываем столбик с накидом. 2 петельки провязали, стоп. Держим на крючке. Накид. Второй столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И теперь все 3 петельки провязываем вместе. Оп. Понятно? Таким образом происходит у нас убавочка. Далее центральный столбик 1 провязываем. И последние 2 столбика провязываем вместе. 1, держим на крючке. 2, держим на крючке. И теперь все петельки вместе. Оп, видите, у нас как бы получится сужение, да, будет получиться такой ромбик. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2 и наш обычный веерочек. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Угу. Далее 2 воздушные петельки опять. И идет опять убавление. Первый, второй провязываем столбики вместе. 1, 2 вместе. Центральный столбик 1. И последние 2 столбика опять вместе. Первый, второй вместе. Понятно? Все. И опять 2 воздушные петельки, переключаемся на веерочек. Не сложно? Не сложно. Понятно? Понятно. Все, давайте до конца ряда. У вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот убавляются наши метелочки, да? И я уже провязала до конца ряда свои кромочные. И точно так же начала уже следующий ряд, чтобы вас не отвлекать. Продолжаем дальше. Итак, следующий ряд опять у нас идут веерочки в начале. 1, 2, воздушная петелька. И сюда же опять 1, 2. Все, веерочек готов. Здесь вопросов у нас не возникает. А дальше, смотрите, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот теперь все наши 3, получается, верхушки наших столбиков, да, от первых 2 верхушка, от центрального столбика верхушка провязываем вот так вот, и от третьего, получается, столбика. Точно так же все 3 столбика провязываем вместе. Видите? И у нас сошелся как бы наш листочек, лепесточек или ромбик, как мы назовем. 3 воздушные петельки. И опять наш веерочек. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Угу. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять 3 наши столбика, получается, верхушки провязываем вместе. В первый нырнули, провязали 2 петельки, стоп, накид. Во второй нырнули, провязали 2 петельки, стоп, накид. В третий нырнули, провязали 2 петельки, стоп. Теперь все 4 петельки вместе. И дальше продолжаем. 1, 2, 3. И переключаемся на наш веерочек. Понятно? Не сложно? Все, давайте вот так вот до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот наши веерочки с нашими листиками или ромбиками, да, как мы их назовем, готовы. И на этом закончился наш вертикальный раппорт узорчика. Дальше будет только повторение самого-самого первого ряда. То есть я уже закончила, получается, ряд, да, перевернула свое вязание, провязала свои 3 кромочные столбика и уже первую веерочек провязала. Дальше, смотрите, провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И там, где у нас была верхушка, получается, наших 3 столбиков, ныряем вот в эту верхушку и провязываем 1 столбик с накидом. Понятно? И начинаем мы, получается, вот он, наш самый первый ряд. 3 воздушные петельки, и опять у нас идет веерочек. Поняли, да? Все. Не сложно? Не сложно. Я надеюсь,
принцип как бы узорчика вам понятен. А те, кто умеет разбираться в схемках, я прикладываю сюда схемку. Схемка, так скажем, среднего качества, но какая есть. Я ее прикладываю, так что вяжите с удовольствием. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Так? То есть получается 1, 2, 3, 4, 5 рядочков. 5 повторите. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Ну и при желании может быть еще 1, 2, 3, 4, 5. Все, несложно. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Для контраста, видите, цвет поменяла, чтобы было видно четко, как красиво беленько смотрится. Итак, изнаночка, лицевая сторона вы определяете сами, потому что узорчик у нас двусторонний. Вот так вот он тянется и вот так вот он тянется. Здорово? Здорово. Легкий, летний. И носиться легко, да, и вяжется легко, быстро. Ну, шикарно. Маечка ли, топик ли это. Берите другие ниточки, да, вяжите палантинчик. Почему бы нет? Это может быть жилеточка, это может быть то же самое и кофточка, это может быть и кардиганчик. Почему нет? Представьте, такой длинный в пол кардиган, да? Классно? Классно. Летний. Вот такая красота. Берите любую пряжу. Даже секционную, даже меланжевую, и хлопок, и акрил, и шерсть, и все что угодно. Берите, 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 обязательно пробуйте. Давайте замерим. Итак, у нас здесь получается 47 воздушных петелек, да? И при моей плотности вязания, моим крючком, моей рукой, моей пряжи это 16 сантиметров. А тут получается, считаем, раз, по веерочкам, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 рядочков я связала. Гляньте, ровненько заканчивается, да, то есть вы спокойно можете сделать ровное полотно. Итак, это у нас получается, подниму, вот, это у нас получается, ну вот, 13 с хвостиком, да, сантиметров, 13,5 сантиметров. Ну, красота. Красота. Несложно, несложно вашу копилочку узоров. Если кто-либо уже вязал данным узорчиком, рассказывайте нам, что вязали, какой пряжи, нам интересно. Если еще не вязали, подкидывайте в комментариях идеи, что можно связать. Угу. Угу. Опять же, если будет палантинчик у вас, то вот здесь вот вы свои столбики можете увеличить. Да? Помните количество? Я набирала по 3 столбика, вы можете и 5, и 7 столбиков. То есть у вас будет полосочка пошире. То есть смотрите, как вам удобно. Итак, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками. Нажимайте на плюсик под видео справа внизу, чтобы сохранить свои плейлисты и посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.